Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 2 мая, чистому, великому четвергу, последний четверг перед Пасхой. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды, неприятности, финансовые проблемы в свою жизнь. Друзья, очень важная и ценная информация. Мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца, потому что если вы смотрите и вам попалось это видео, значит, ангелы-хранители, высшие силы хотят, чтобы вы именно это видео посмотрели и не допустили ошибок. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите фразу «Чистый четверг», «Великий четверг» и поблагодарите высшие силы ангела-хранителя за те блага, которые есть в вашей жизни. Также всех, друзья, благодарим за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, очень-очень приятно. Итак, друзья, у нас с вами продолжается Великая неделя, последняя неделя перед Пасхой, которая завершится у нас с вами в ночь с 4 на 5 мая самым главным христианским праздником Светлой Пасхой Христовой. Эта неделя последняя и самая строгая. Каждый верующий не только постится, но и готовится к Пасхе, чтобы встретить ее по всем правилам, по всем традициям и обычаям. Этот день сам по себе обладает мощной энергетикой, поэтому народные приметы в чистый Великий Четверг считаются в какой-то степени годовыми. Почему? Потому что они влияют на весь год и на вашу дальнейшую жизнь. И при этом на вашу жизнь, вашей семьи, на вашу судьбу. Поэтому наши предки старались в чистый четверг умываться росой или колодезной родниковой водой, потому что считается, что в этот день вода, она самая чистая и непременно принесет здоровье. Также нужно в этот день искупаться с молитвой. С какой молитвой? Здесь, друзья, на ваше усмотрение. Если знаете молитву «Отче наш», читайте ее. Знаете какую-то другую? Пожалуйста. Постарайтесь смыть с себя всю грязь, негатив, обиды, злость, зависть, ненависть. Постарайтесь простить тех людей, которые вам сделали больно. Возможно, что-то неприятно в жизни, но очень важно в чистый четверг, Великий Четверг, освободиться от всей этой грязи. Даже в этот день вы можете умываться с помощью серебра. Как это сделать? Наливаете воды и бросаете туда серебряную монетку. Это может быть крестик, это может быть ложечка. В общем, что у вас есть, но только, пожалуйста, из настоящего серебра, потому что серебро по народным поверьям очищает воду и помогает человеку, а также борется с нечистой силой. Далее постарайтесь в чистый четверг утром прийти в церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. Желательно в чистый четверг не допускать предательства, лжи, ведь Иуда оклеветал и предал ближнего. Об этом говорится и на самом богослужении. Люди, которые провели вечер четверга на службе в церкви, несут с нее зажженную свечу домой. И копотью свечи вы можете нарисовать крест на дверной коробке при входе в квартиру, чтобы огарок свечи хранили и зажигают во время болезней. Она так и называется — четверговая свеча. И, конечно же, большое значение чистого четверга имеет и для огородников, для садоводов. В этот день стараются привести в порядок земельные участки, убрать мусор, подготовить территорию для будущей посадки садово тех же овощных культур. И есть одна интересная народная примета, которая говорит о том, что все растения, посаженные в чистый четверг, будут отлично расти и плодоносить. Ранее люди считали, что если день солнечный, чистый, то именно день в четверг, то это и весна будет хорошая, и погода будет прекрасная, также будет семейное счастье и благополучие. А вот если дождь или ветер в этот день, к сожалению, прохладная весна. Также считалось, что если в этот день трижды пересчитать деньги в доме, то они будут водиться весь год.
А вот давать и брать в долг в чистый четверг по народным приметам нельзя. Люди считали, что если занять что-то в этот день, то можно лишиться своего здоровья, а если отдать, то уйдет и благополучие. Также нельзя поднимать в этот день деньги с земли. Считается, что такая находка, к сожалению, не принесет ничего хорошего. Есть еще одна интересная народная примета, связанная с чистым четвергом. Нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье, то есть не выстирав его так, как это может привести к всевозможным бедам. Ну, а если встретить чистый четверг, а затем Пасху в грязном доме, то считается, что весь год могут быть проблемы с деньгами, а также неприятности и разочарования. При мытье полов в этот день в воду наши предки клали монетки, чтобы в доме водились деньги, мыли полы при этом по направлению от порога к концу комнаты. Кроме того, среди народных примет фигурируют и связанные с изготовлением куличей. Считается, что если кулич в чистый четверг получился пышный, то весь год будет царить счастье и процветание. А также есть поверье, что нужно успеть сделать все запланированные дела в чистый четверг, чтобы в будущем не столкнуться с неприятностями. И обращаем ваше внимание, что первым символом чистого четверга является соль. Ее обязательно нужно освящать в храме. Такую соль также еще называют четверговой солью. Люди верили, что кристаллы обретают целебную силу и способны лечить от многих болезней. Следующим символом этого дня, этого четверга, был огонь. Чистый четверг, согласно поверьям, нужно добыть новое, живое, молодое пламя взамен старого и потерявшего силу. Для этого в дом из храма приносили горящую свечу, от которой зажигали лампады, и огням приписывалась больше физическая сила. Даже было поверье, что огонь такой может вылечить больного, ну а также и защитить человека от множества бед и неприятностей. Огарок свечи хранили и зажигали во время болезни. Третьим символом чистого четверга являлась вода, с помощью которой проводили очистительные обряды. Люди верили, что вода в этот день становится святой. Ею умывались от сглаза, болезней. Кстати, раньше в таз бросали серебро, например, монету, ложку или какое-то украшение, именно серебряное. Считалось, что сила воды утраивается, и она помогает долго сохранять красоту. Были в этот день и народные приметы касательно погоды. Если в чистый четверг был он теплый, то весна будет солнечной и ясной. Если погода в чистый четверг дождливая, то оставшаяся весна будет такой же. Также очень много традиций народных и примет, связанных с Великим Четвергом. Днем, когда крестьяне вспоминали Тайную вечерю и установление Иисусом Христа таинства Евхаристии, то бишь причастия, и также Великий Четверг вспоминает омовение Христом ног ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Великий Четверг в храмах служат литургию Василия Великого, освящают свежесваренную миру, а патриарх символически омывает ноги 12 священникам. И, конечно же, на Руси этот день традиционно называли чистым четвергом. С чистым четвергом было связано много народных примет, обычаев, традиций, имеющие еще дохристианские корни. Дело в том, что Пасха – это христианский аналог гораздо более древнего праздника, связанного с весенним пробуждением, к которому следует хорошенько подготовиться, очистившись от зимней грязи, при этом не только телесно, но и духовно. Чистый четверг – это символическое значение, и все, что связано с мытьем, уборкой, водой и купанием, по традиции в этот день сельчане умывались или купались в открытых водоемах, особенно если Пасха была поздняя, а погода благоприятствовала этому, потому что считалось, что купание в чистый четверг сродни крещенскому. Человек как бы смывает с себя грехи и болезни, запасаясь здоровьем аж на целый год.
чистый четверг наши предки ходили в церковь на исповедь и причастие. После возвращения из храма хозяйки начинали готовить их дом к Пасхе. Проводили генеральную уборку, вычищали все уголки жилища, мыли полы, лавки, кухонную утварь, стены и устраивали, конечно же, грандиозную стирку. Вычищали, перетряхивали все половики. На Руси считалось, что если в чистый четверг хорошенько убрать дом, то в нем весь год будет чистота, в том числе и духовная. По обычаю, после генеральной уборки хозяйка больше не мела пол и не убирала свое жилище уже аж до самой Пасхи. Убрав жилище, хозяйки начинали уже заниматься готовкой, пекли куличи и заранее подготовленной парой готовили творожные пасхи и другие праздничные вкусные блюда. Запекали. Мясо также вечером в четверг было принято уже красить яйца. Знаете, по вере этого дня строго-настрого запрещают чистый четверг отдавать что-либо из дома. Даже если к вам зашла соседка за солью, найдите повод, пожалуйста, отказать ей. Иначе вместе с солью вы можете отдать свой достаток и покой из вашего дома. Также издревле на Руси Великий Четверг всей семьей заготавливали так называемую четверговую соль. Для этого каждый из членов семьи брал чистыми руками горсть соли, клал в общий мешочек, затем соль прокалывали, использовали как лекарство от всех болезней, считалось, что она является целебной, или добавляли в воду при мытье полов для чистоты. И в доме мешочки с четверговой соли также использовали как обереги для дома. И еще есть обряды, связанные с чистым четвергом. Например, в этот день принято трижды пересчитывать деньги. Утром до зари, в обед и на закате. Считается, что вот таким образом такой вот обряд поможет привлечь в дом достаток. Еще один популярный обряд чистого четверга: надо, чтобы у вас был хороший доход, богатство. Для этого нужно было мыть дом перед Пасхой, и вот эту воду, которую мыть полы, бросали горсть монет, проговаривая следующие слова: денежки водитесь, не переведитесь, растите, умножайтесь, никому не доставайтесь. Также, начиная с Великого Четверга и до Пасхи, старались ничего из дома не выносить, чтобы не обеднеть. Даже в чистый четверг нужно обязательно было взять крупные купюры, трижды пересчитать их, и далее нужно тихонечко проговорить было такие слова, чтобы деньги не переводились. И чем больше банкнот вы пересчитаете, тем больше их прибудет в следующий год. В этот день обязательно уделяйте внимание материнской молитве, потому что это самая сильная молитва. Ее обязательно нужно произнести именно в этот Великий Четверг. Если ваш сын или дочь достаточно далеко от вас, и как вариант сыновья служат, потому что материнская молитва, она не раз спасала воина в бою. Нужно обязательно произнести слова благодарности за жизнь, здоровье и попросить их для своих детей, родных и близких. Молитва предваряется покаянием. Также загадывают чистый четверг на пасхальные блюда. И считается, что если у хозяйки кулич и Пасха удались на славу, то год будет и сытным, и счастливым. А если блюда не задались, нужно быть начеку, потому что есть шанс всяких неприятностей. Что же касательно стрижки в чистый четверг, то девушки в этот день специально подстригали кончики волос. Считалось, что после этого волосы лучше растут и становятся пышнее. Также в некоторых селениях в чистый четверг собирали цветные нити, завязывали на запястье, а потом делали из них кукол. И считалось, что если такую фигурку потом выбросить в воду, то она унесет с собой все болезни. Что же нельзя, друзья, делать в чистый четверг?
Чтобы деньги у вас водились, в чистый четверг ничего не отдают из дома. Считается, что таким образом вы своими руками отдаете из дома изобилие, достаток, благополучие и так далее. Деньги также не одалживаются ни у кого, даже продукты питания, как хлеб и соль. Это все просить нельзя. Лучше пойдите в магазин и купите сами. Также проследите, чтобы в доме не оставалось пыльных и грязных мест. Их оставлять нельзя. Пока дом не будет убран, хозяйки не берутся за пасхальную выпечку и приготовление блюд к праздничному столу. Те, кто соблюдал пост, продолжают это делать, не искушая себя вкусностями. Также нужно подумать о том, чтобы правильно отметить четверг. Вот такие, друзья, основные правила, традиции, суеверия наши предки передавали из поколения в поколение и дошли до нас. Мы надеемся, друзья, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно напишите «Чистый Великий Четверг». Представьте, что бы вы хотели иметь в своей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.